Всем привет, дорогие друзья, на канале PakeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас прослушать рубрику «История персонажей», первую из игры GTA 4. Сегодня расскажу про Нико Беллик. Нико Беллик, протагонист GTA 4, вспомогательный персонаж в The Lost Demon и Балладу Геи Тони. Упоминается Лестером Крестом и Патриком Маккрири в GTA 5. Игрок может выбрать Нико Беллика в качестве родителя своего персонажа в GTA Online. Нико Беллик родился в Югославии в 1978 году на территории, которая сейчас является частью Сербии. У него было очень трудное детство. Предполагается, что его отец был жестоким алкоголиком. Его мать, Милица Беллик, была недовольна тем, что ее сын рос в такой суровой обстановке, но не могла защитить Нико. Когда он достиг подросткового возраста, его заставили сражаться на стороне сербов или, по крайней мере, на стороне одной из многочисленных сербских военизированных группировок и ополчений. Он служил пилотом вертолета и несколько раз водил танки. Будучи солдатом, он стал свидетелем многих зверств, совершенных как врагами, так и его собственными фракцией. Путешествие Нико по Либерти-Сити, многочисленные друзья, которых он встретил, враги, которых он оставил, и схемы, в которых он участвовал, навсегда останутся в истории города. О его подвигах часто говорят даже спустя несколько лет. Он даже был известен Лестеру Кресту во время событий GTA 5. Кажется, что Нико бросил свою криминальную жизнь и остепенился, поскольку Лестер упоминает Майкл де Санти, что в Либерти-Сити был парень из Восточной Европы, который что-то предпринимал, пока он не затих. Когда эти двое начинают планировать ограбление ювелирного магазина, во время партитуры Палетто, если его выберут в качестве стрелка, Паки упомянет о потере контакта с Нико и предполагает, что он мертв. Если Майкл выживет в конце игры, его сына Джимми де Санту можно будет увидеть на странице Нико. При наблюдении на странице отмечается, что Нико живет в Брокере и работает водителем в таксомоторной компании Романа. Также показано, что Нико недавно опубликовал поздравительную записку с днем рождения Романа, указав, что Роман тоже жив, и, по-видимому, подтверждается, что месть в GTA 4 заканчивается канонически. С момента разработки игры существовало предположение, что прототип Нико мог бы стать сербский киллер Саша из фильма «В тылу врага», роль которого сыграл Владимир Машков. На данное предположение наводит тот факт, что на первых материалах игры GTA 4 Нико не только внешне похож на Сашу, но и одет в схожую одежду, включая перчатки на руках, которые отсутствуют в финальной релизе игры. Наконец-то в эфире программы Познер от 26 сентября 2010 года, где гостем программы был Владимир Машков, отвечает на вопрос про игру. Владимир подтвердил информацию о том, что главного героя GTA 4 создали по образу его героя из фильма «В тылу врага». А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Нико. Довольно высокий мужчина европейской расы. Ему около 30. У него темно-каштановые волосы, карие глаза и крошечный шрам на левой брови. Обычно у него суровый бесстрастный вид. Кроме того, у Нико шрам на левой брови. Скорее всего, он получил его во время войны, но об этом лишь упоминается. Несмотря на среднее телосложение, Нико довольно силен, и несколько персонажей называют его большим человеком или большим парнем.
Его повседневная одежда, коричневая куртка, темно-серые брюки и коричневые ботинки. Однако по мере прохождения игры у игрока появится доступ к нескольким нарядам. Медицинские форме, которую Нико использует, чтобы убить Энтони Коррадо. Дорогому костюму, который Нико надевает на официальные мероприятия, такие как свадьба Романа. Наряду из статуи счастья. Или даже наряду Клода. Он также может носить балаклаву во время ограбления банка. Поначалу Нико кажется скромным, но очень хладнокровным убийцей, который выполняет большинство приказов без малейших колебаний. Он почти лишен эмоций и выражает гнев только тогда, когда сталкивается со своими врагами. Несмотря на свою холодность, он может быть дружелюбным и любящим человеком, например, с Кейт. Он невероятно заботится о своих родственниках, особенно о своем двоюродном брате Романе, которому он не раз спасал жизнь на протяжении сюжетной линии. Он часто проходит в страшный гнев всякий раз, когда кто-то угрожает его двоюродному брату или близким друзьям, обычным преступникам. И как только это происходит, он становится безрассудным, решительным и беспощадным убийцей. В отличие от большинства главных героев в серии GTA, Нико не жаден по натуре и не стремится к деньгам. В глубине души Нико неуверенный в себе и растерянный человек, который просто ищет любви у своего родственника и покоя в своей жизни, так как он просто хочет, чтобы Роман вернулся, если тот умрет после сделки. Он абсолютно ничего не боится, так как готов противостоять десяткам вооруженных приспешников, чтобы спасти Романа, или сражаться с хорошим обученными спецназовцами, чтобы защитить команду во время ограбления. На самом деле он очень вспыльчивый человек и готов убить тех, кого считает предателями, угрозами, высокомерными придурками, такими как Влад Глебов, или теми, кто стоит у него на пути, включая невиновных полицейских. Однако есть несколько персонажей, которых игрок может пощадить, но также может и убить. Например, Дарко Брейвича. Он не любит лгать, но иногда готов держать правду при себе, даже если такое отношение, к сожалению, приводит к лицемерию, которое он, по иронии судьбы, находит отвратительным. Нико почти всегда отказывается от алкоголя, когда ему предлагают. Он просит воды в миссии «Иван не так уж и страшный». За исключением миссии «Голландская пьеса», где Playboy X наливает ему бокал. Нико собирается выпить, но передумывает и ставит бокал на стол. В миссии «Последнее дело» Нико выпивает бокал водки, разговаривая с Джимми Пегорини. Но это понятно, учитывая, через что он только что прошел. Нико может наслаждаться выпивкой, но знает время и место для этого. Он наотрез отказывается от алкоголя в тех случаях, когда ему нужно сохранять остроту ума, например, во время миссий. Во время беседы с Джейкобом он сказал, что перестал считать свои дни рождения после смерти друзей. В миссии «Горе Романа» Ник напоминает Роману о случае, когда по пути домой он решил заскочить в бар, но увидели, что его сравнили с землей. Внутри осталась только одна бутылка водки, которую они долили, сев рядом. Поскольку Нико является протагонистом игры, у него нету конкретно любимой радиостанции, из-за чего Нико будет комментировать любую станцию, которую выбирает игрок во время поездки в такси, говоря, что на ней играет отличная музыка. Однако Нико высказывает свое мнение о некоторых музыкальных жанрах, например, во время встречи с Пафосом. Он упоминает, что немного любит рэп, но не является безумным фанатом. Во время дружеских встреч с малышем Джейкобом Нико говорит, что в этом городе много хорошей музыки и что ему нравится Бобби Кондерес. Доподлинно неизвестно, в каком именно конфликте принял участие Нико. Наиболее вероятно, что в Боснийской войне. Нико в детстве мечтал стать космонавтом. Это можно услышать во время диалога с Лукой. У Нико был брат, который погиб на войне. Нико переводится с сербского языка как «никто». Предположительно, Нико и появился на свет в Югославии, хотя точно об этом в игре не говорится. Он вырос в небольшом городке в северном Сербии, Боснии или Хорватии, неподалеку от своего двоюродного брата Романа. Лестер упоминает, что Нико залег на дно, что может являться отсылкой на то, что Майкл Холлик, озвучивающий Нико, поругался с Rockstar Games и, видимо, больше не вернется к его озвучке.
Ника также упоминается Лестером в миссии к ограблению «Судный день» в GTA Online. В GTA 5 у одного загородного дома стоит столик, на котором лежит плакат «Wanted», а на плакате изображен Нико Беллик. Но, скорее всего, это не пасхальное яйцо, а просто декорация, так как такой плакат на момент релиза GTA 4 можно было встретить в реальном мире. Это использовали Rockstar Games в целях рекламы игры. В GTA 5 можно встретить бездомного с табличкой, на которой написано, что его обокрал сербский отморозок, что, возможно, является отсылкой к Нико. В качестве отсылки Джейми Де Санто за обеденным столом может сидеть за ноутбуком и просматривать страницу Нико Беллика. На ней, в частности, упоминается, что Нико проживает в Боркере, работает водителем в таксопарке Романа, а последней публикацией является поздравление Романа Беллика с днем рождения. Нико Беллик – второй протагонист славянин в серии GTA, первый – Кивлов. Ник упоминается в одной из серий сериала «Мыслить как преступник». В ней говорится, что пропавшего ребенка зовут Нико Беллик. На что агент Росси говорит: «Нико Беллик – это имя главного героя GTA 4». Коллеги смотрят на него с недоверием, а на что он отвечает: «Что? Я просто знаю». На арте можно увидеть, что Нико должен был использовать перчатки без пальцев, но в игре они отсутствуют. Но в файлах до сих пор можно найти эти перчатки без пальцев. В детстве Нико занимался плаванием, об этом упоминается в письмах его мамы. В GTA Chinatown Wars Хуан Ли, перелезая через препятствия, издает звуки Нико. Нико Беллик – первый главный герой эпохи HD. Нико в детстве был влюблен в девушку из своей деревни по имени Мила Тадич. Роман подтвердит это во время занятий с друзьями. Как и Роман Беллик, Дмитрий Расколов, Михаил Фаустин и Влад Глебов, он любит слушать традиционную восточноевропейскую музыку. Фамилия Нико на самом деле произносится как Белич, но большинство персонажей и сам Нико произносит ее неправильно. Нико – первый главный герой серии GTA, который не является американцем. Он серб. Второй будет Тревор Филлипс, канадец. Он также является третьим главным героем, который умеет плавать. Первым был Си-Джей, а вторым Виктор Венс. Дорогие друзья, желаете меня поддержать? Подписывайтесь на Boosty. Вы сможете увидеть фейлы моменты прохождений. Также прохождение уникальных игр, расписание видеороликов и доступ к закрытому телеграм-каналу, где будет реал контент. Прямо сейчас есть 20 бесплатных мест, так что успейте написать мне в ЛС, ВК или Телеграм, ссылочка находится в описании данного видеоролика. И на этом история про Нико Беллик из игры GTA 4 подходит к концу. Всем спасибо за просмотр, не забывайте план действий, которые видите прямо на ваших экранах, а именно лайк, колокольчик и подписка на канал. С вами был Михаил с канала Pake Maker.